Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мария. Особое приветствие русским людям, которым YouTube рекомендует мои видео. Надеюсь, что оно вам тоже будет интересно и полезно, несмотря на то, что я делаю видео для тех, кто изучает русский язык. И вы можете, если вы не знаете русский язык, включить субтитры в настройках к этому видео на английском, французском, также русском языках. Сегодня я расскажу вам о таком месте, как Томская писаница, которое я посетила летом этого года, а также про то, что такое петроглифы. Петроглифы в более широком своем значении это все, что древний человек изображал на камне. Либо это рисунки, такие как рисунки в пещерах, которые все, наверное, знают. Либо это рисунки, которые были выбиты камнями или металлическими предметами на камнях. Петроглифы можно найти повсеместно по всей планете, потому что древние люди, как и люди современные, очень любили изображать что-нибудь на вертикальных поверхностях. Их можно найти в Африке, в Европе, в США. У нас в России их очень много в Карелии, а также у нас в Сибири, в Южной Сибири, в южной ее части. Это на юге Красноярского края, в Хакасии, в Горном Алтае, а также в государствах Монголия, Казахстан, которые граничат с нами, и вот на их северной границе, где есть горные массивы, также очень много петроглифов. Как уже, наверное, понятно, петроглифы это очень древние наскальные изображения. И, например, на Томской писанице, где я была, некоторые исследователи считают, что самые поздние рисунки это конец неолита, то есть 4-е тысячелетие до нашей эры. Некоторые считают, что это 2-е тысячелетие до нашей эры. Что такое это странное слово писаница и что оно означает? Это такое очень старое слово, которое сейчас уже русским не особо понятно, современным. Но понятно, что это слово «писать», от глагола «писать». Конечно, эти рисунки замечали люди 16-17 века. Конечно же, ученые не знают, что это были за люди. Они оставили после себя очень мало археологических артефактов и даже названия этих племен, государств мы не знаем. Считается, что эти места были сакральными для этих людей, живущих там. Наносили эти рисунки специально обученные жрецы, и находятся они в основном все в очень труднодоступных местах, до них очень трудно добраться. Рисунки, которые мы можем видеть на этих писаницах, на этих камнях, отражали охотничью магию, шаманские ритуалы, обряды инициации, почитание предков, поклонение солнцу. Различные эротические сцены, которые там можно видеть, были связаны с культом плодородия. Я надеюсь, что у нас тут все 18+, но думаю, и так можно догадаться, что там понятно. В общем, все понятно. Что там, что обозначало, для чего это изображалось. Там можно видеть лосей и оленей, на которых охотились эти люди. Там можно часто увидеть изображения медведей. Многие народы Западной Сибири и Урала считали медведя своим прародителем, посредником между миром людей и миром животных. Мы можем там видеть лодки, то есть, возможно, это какой-то переход из царства живых в царство мертвых. Это такой частый миф, который есть у многих народов мира. Можно видеть сов, цаплей. Можно видеть часто фигуры, которые, возможно, изображали духов, либо шаманов. Томская писаница расположена на скале, которая находится на берегу реки Томь, именно поэтому называется Томская. Также на этой реке было обнаружено еще 7 таких памятников, и многие из них были обнаружены совсем недавно, даже в этом веке. И до сих пор на старых местах находят новые рисунки, которые уже просто не так сильно видны в настоящее время. Вообще, самые первые сведения об этой скале относятся еще к 17 веку, и где-то в начале 18-го постепенно ученые, исследователи, этнографы и путешественники делали зарисовки
этих рисунков, и сейчас можно сравнивать и видеть, какие рисунки уже со временем исчезли, а какие остались. Конечно же, нужно понимать, что прошло уже несколько тысячелетий, и многие рисунки под воздействием ветра, воды, конечно же, исчезают, помогали при этом и люди немного. Можно видеть, что там есть и современные надписи, то есть это где-то, наверное, начало 20 века, когда еще не было какой-то охраны, хотя сейчас многие из этих памятников не имеют какой-то круглосуточной охраны, и, в принципе, там может кто-нибудь прийти и что-нибудь написать. Но будем надеяться, что современные люди уже не будут такими варварскими способами уничтожать такой действительно интересный памятник, и не только в Томскую писаницу, и они же есть и во всем мире. Конечно, сейчас не позволяют подойти очень близко к этому месту, и, как я уже говорила, так как многие рисунки уже постерты, надеюсь, будет видно на видео хоть что-нибудь. Я вставлю и свои фотографии, также найду фотографии в интернете тех, кого специально подпустили сфотографировать профессиональной техникой эти рисунки, эти изображения, чтобы можно было насладиться в полной красе. Вообще музей Томская писаница — это не только непосредственно вот этот исторический памятник, это такая большая рекреационная зона, там просто шикарный красивый лес, там такие высокие сосны. Там также были представлены те минералы, которые добываются в Кемеровской области. Если вы смотрели мое первое видео на эту тему, то я вставляла там отрывок о каменном дереве. Если вы хотите узнать, что это такое, очень-очень подробно рассказываю в первом видео об этом. Также там реконструированы сакральные места других народов Сибири, современных нам. И также там есть мифологическое славянское капище. Капище — это сакральное место древних славян. Это капище — это собирательный образ всех славянских народов эпохи раннего Средневековья. В эту эпоху славяне заселяли очень большие территории, включая современную Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, ну и, конечно же, Беларусь, Украину и Россию. Хотя Россия тогда была такая очень такая куцая, 1/10, наверное. На самом деле наша вот русская, славянская даже мифология, она оказалась не сильно развита, и нам не так много известно, ну, нам, ученым, и нам тоже, потому что пришло христианство, и, соответственно, очень-очень многие практики были запрещены, забыты, и на самом деле это открывает большое поле для разных трактований, и мы можем только догадываться, какое божество олицетворяло какие вещи и в чем помогало. Единственное, что достоверно известно, что славяне обожествляли силы природы, это солнце, гроза, ветер, а также духов предков. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, вдохновило вас на путешествие. Если вы живете в России, то вы можете достаточно легко съездить в Кемерово, оттуда в Томскую писаницу. Также, надеюсь, вы будете интересоваться петроглифами в других местах России. Расскажите мне, пожалуйста, если вы знаете, где они точно есть, потому что я очень люблю петроглифы, я очень хочу увидеть их как можно больше вживую. Если вы знаете, что есть петроглифы в других местах мира, тоже обязательно мне напишите, расскажите. Я очень этим и сильно интересуюсь. Спасибо, что смотрели это видео. Я буду рада, если вы поставите мне лайк, подпишитесь, оставите комментарий. Это, правда, очень помогает развитию канала, а мне это очень хочется делать. Для тех, кто изучает русский язык, я оставлю список слов, фразеологизмов, интересных выражений в описании к этому видео, чтобы вы легко могли их скопировать, выучить и, может, даже попрактиковать в комментариях. Всем спасибо, всем пока. Также там часто изображены
Вася, 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 я снимаю. Вася, Вася, не надо. Ложись. Так, а почему у меня батарея течет? Очень вовремя, Вася. Вася! Ну что ты? Васик? Очень интересно. Вася! Вася! Не кусай меня. Ну что ты делаешь? Обнаружено еще 7 таких памятников. Это кот мой. Ну, извините.